Продуктовая троица – это инструмент, по сути, в котором заложена основа продуктового подхода. Это основные объекты, которыми оперирует продуктовый подход. Это, значит, сначала, прежде всего, это клиентский сегмент. Клиентский сегмент. Хотя нет, это не сначала. Давай. Клиентский сегмент. Потом, значит, ценность. Давай мы здесь запишем. Ценность. Проблема, да, и решение. И все это мы вводили, потому что мы говорили, что есть рынок проблем, рынок ценностей, рынок клиентских сегментов, рынок решений. Что это значит? Это значит, что разные проблемы друг с другом конкурируют за клиентского сегмента. Три проблемы друг за друга воюют, понимаете? Ну, де-факто за этот сегмент. И так или иначе, та или иная проблема может, например, начинать расти, а другая проблема начинать падать. Понимаете? То есть на рынке проблем тоже происходят какие-то рыночные механизмы. Так же, как и на рынке сегментов. Бывает сегмент, который агрессивно растет, например, молодой сегмент, платящий в банковском секторе, да? Активно транзакции, которые делают в онлайн-покупках. Да? А это очень высокомаржинальный канал для банка, правильно? Это вот там же есть и интерчейндж, там же есть и комиссии, там же есть и всевозможные программы лояльности. Короче, это супер интересный сегмент для будущего банка, который привык раньше просто, там, не знаю, выставлять банковские банкоматы, да, выставлять розницу и на базе нее зарабатывать за снятие наличных, за внесение наличных. Короче, старый бизнес банковский. Да. Этот сегмент сейчас растет. А старый сегмент, например, который снимает наличных банков, резко падает, потому что, в принципе, стало меньше наличных. Потому что наличные, в принципе, вот сегмент, который пользуется наличными в кармане, резко падает. То есть вот они иксы. Да? И мы можем найти какой-то сегмент, который падает, какой-то сегмент, который растет, исходя из этого выйти сюда и понять, какая проблема с этим, например, уходит. Ну, например, проблема снятия наличных тоже уходит, правильно? Значит, можно предположить, что банкоматы в старом виде, в виде хранилища наличных, рано или поздно перестанут быть актуальными. Вопрос, регулятор позволит ли это сделать или не позволит. Так что тут уже стратегии мы какие-то можем находить, правильно? Вот. И наоборот, то есть ценности, они же тоже с друг другом как-то конкурируют. Ну, например, например, когда заказываю еду, у меня одна из ценностей – это получить еду вовремя, а вторая ценность, например, это качество самой еды. Да? Я же, в принципе, например, вот как вы считаете, какая ценность сейчас растет относительно другой? То есть какую каннибализирует? Скорость или качество? Тренд ясный. И тот, кто делает ставку на качество, скорее всего, ошибается. То есть там, вернее так, он себя инклюзивит. То есть он возвращает сюда в инклюзивный клиентский сегмент. Да? Тот, который на самом деле сужается и требует старого понимания качества. Да? Вот это красивая там картинка, красивый пункт меню, красивый бренд ресторана. А рядом с этим набирается новый клиентский сегмент. IQ Food – это когда ты бы никогда эту еду не купил в ресторане, но так как тебе ее прописал доктор, эту еду, сегмент супер растущий, кто бы мог подумать, коробки. И знаете, как удивительно, что, оказывается, есть клиентский сегмент, который старое качество потребляет, например, вот некоторые там, так скажем, не знаю, внешний вид еды, там, запах, вкусовые параметры, а есть новый параметр качества, который уже в ценности появился. Это, например, качество еды на здоровье. То есть здоровая еда. И тогда качественная еда у нас становится здоровой, а не вкусной, правильно? А если кто-то может сочетать еще и вкусную и здоровую, так он вообще супер продукт придумал на стыке двух ценностей, да? Я сейчас пока еще не перехожу к выводам, я просто разогреваюсь через инструмент, который называется продуктовая троица. И заметьте, я все время прыгаю между, сегмент, проблема, ценность. В принципе, на этом троица обычно и существовала. Но мы со временем, так как у нас все-таки задача это не просто, маркетинговое исследование сделать, да, там, или какую-то рыночную неожиданную динамику, да, проявить. Наша задача все-таки перейти в плоскость, что делать с этим, да. Не только тренд увидеть, что делать. И тогда мы переходим еще и в плоскость решений. То есть мы понимаем, например, что за ценность, скорость доставки и например, здоровая еда, какие два решения или три борются? Я говорю не про бизнесы, да, у которых тоже есть доля рынка, а вот именно конкуренция решений. Какие решения могут бороться за ценность, скорость и качество еды? Именно с точки зрения здоровья. Макдональдс – это бизнес. В чем суть решения? Например, решение – это,
диетология на базе нутрициентов, да, по которому работает спортивное питание, например, да. Если ты видишь, что какой-то сегмент растет здесь, например, похудающий, и ты видишь, что ценность растет, похудеть, и ты видишь, что проблема тоже, в принципе, актуальная, то возникает вопрос, какое решение набирает рост, эти иксы, на вот этом сегменте, на этой проблеме, на этой ценности. То есть есть некоторые, это элемент дата-сайенса, да, то есть это обработка дата-сета по еде с дата-сетом по здоровью, ну, дата-сет health. И это конкретное решение, которое, в принципе, лежит в общем тренде решений, связанных с продуктами из данных, правильно? То есть там просто даже тупо, что это продукт из данных, мы уже иксы получаем, потому что любой продукт из данных всегда имеет заложенные иксы. То, что весь рынок данных агрессивно растет. Мы же это обсуждали, да? Поэтому это такой как бы самый простой способ придумать инициативу, просто плюнуть туда, где и так есть куча инициатив. То есть в рынке решений любое решение, которое лежит в данных, всегда будет расти, правильно? А если мы будем искать, например, решение не в данных, а, например, там в некоторой инклюзивной методологии, то есть некоторый там диетолог, мы найдем крутого диетолога, он разработает нам технологию пищевую, но это все будет вообще в другой плоскости от данных, то, скорее всего, мы опять инвестируем в то решение, которое резко падает, то есть оно уже не конкурентно на рынке решений. Диетолог ли мощный там, или технолог пищевой, если он не умеет работать с данными, то он проигрывает на рынке решений, понимаете, на рынке драйверов. Так вот, на рынке решений есть тоже конкуренция друг за друга. И мы используем с вами инструмент продуктовой троицы для того, чтобы в какой-то момент времени, если вдруг мы видим, что тут к нам пришел какой-то чувак с иксами или какую-то инициативу принес, или интересный там член правления там, сказал, что вот у меня такая стратегия, я там вижу кучу иксов, мы, как настоящий профессионал, не будем с ней с пены у рта спорить там 1,5 часа. Мы спокойненько берем листочек, рисуем себе 4 вот этих вот там ромбик или троицу хотя бы рисуем, да, и спокойно пытаемся понять, так, а в какой сегмент мы бьем, какую проблему, если иксов в проблеме нету, значит не тут, если иксов в сегменте нету, значит не тут, если иксов в ценности нету, значит нет иксов, правильно?